Сегодня поговорим про вегетативные и клоновые подвои. Что такое вегетативный подвой? Это подвой, выращенный из семечка или косточки. Например, антоновка. Она вырастает около 7 метров высотой. Вы, соответственно, не можете ее ни обработать, ни собрать урожай с такой высоты. Но зато она имеет очень глубокую корневую систему, всегда достает до воды и, соответственно, вам не нужен какой-то дополнительный шпалера, чтобы ее удержать от ветра, чтобы она не упала, и дополнительное орошение тоже не требуется. Это несомненные плюсы. И потом такие яблони живут по 70 лет и, может быть, даже больше. То есть, это очень долгожитель такой. Что такое клоновый подвой? И какие плюсы он дает садоводам? В первую очередь, это можно представить как ветку хорошего сорта низкой яблони, которую укоренили и отдали вам. Что это дает? Какие плюсы? Во-первых, это хорошая защита от болезней. То есть вот эта ветка, она передает в точности качество материнского дерева, чего не скажешь о семенном подвое. Когда вы сажаете семечко антоновки, вы не можете быть уверены, что это у вас вырастет обязательно антоновка. Антоновка, она опылилась в саду с чем-то другим, чем неизвестно. То есть, например, может быть, с каким-то южным сортом, предположим. И в результате у вас то, что вы выращиваете, получается, это скрещенная антоновка с каким-то южным сортом. Может быть, с очень маленькой морозостойкостью. И, соответственно, в результате у вас дерево, это как кот в мешке. Дерево может получиться очень неморозостойкое. То есть впитать какие-то качества от дерева не морозостойкого. Какие-то негативные черты, то есть это не 100% антоновка. Клоновый подвой же, он точно копирует характеристики дерева материнского один в один. То есть если дерево материнское очень морозостойкое, как 54-118, например, то подвой будет точно так же себя вести. Какие плюсы? Во-первых, это защита от болезней. Второе, это заниженный рост. Например, 54-118 это 70% от семенного подвоя. М9 это около 30, даже 15-30% от семенного подвоя. То есть совсем небольшие деревья, там где-то 2,5 метра, высотой 2-2,5 метра. 54-118 это где-то 3,5 метра примерно. Взрослое дерево, которое выращено из семечка, может достигать до 7 метров, то есть очень-очень высокое. Где-то, соответственно, там 4-5 метров это точно. Вот. Что ж, плоды на клоновом подвое крупнее, они не подвержены заболеваниям, большинству заболеваний, потому что подвой тоже влияет на дерево положительно. Корневая система у подвоя, как, например, М9, она не глубокая, то есть вы можете сажать на таких местах, где высокое залегание грунтовых вод, и корни не убьют дерево, то есть они не будут попадать в воду, и дерево будет хорошо себя чувствовать. Но на М9 есть и минусы. Например, от сильного урожая дерево может просто завалиться и упасть. Перевесить его. Корневая система очень маленькая, и оно выкорчевывается и падает на бок. Также из-за сильного ветра. Поэтому используются шпалеры, то есть такие столбики, которые поддерживают дерево. Также не очень удобно то, что земля наверху, там где корни у М9, она быстро пересыхает очень. Поэтому требуется обязательно полив. То есть, иными словами, садоводу-любителю, начинающему, я бы не советовал покупать суперкарлики. То есть М9 я бы не советовал покупать, с ним довольно сложно. То есть ему нужно орошение капельное, я бы отказался от такого варианта и остановился на среднерослом подвое 54-118. Шпалера не нужна, капельный полив не обязателен.
плоды крупнее, защита от болезней, все это есть. Крона ниже, то есть вы можете 54-118 вполне обрабатывать от болезней. Существует также множество и других подвоев яблони. Также, конечно, есть разные подвои для алычи, для сливы, персика и так далее. То есть, если так вкратце пройтись, то для груши, как правило, используется подвой дикая груша. В северных широтах используется уссурийская груша. На югах используется айва. И алыча, например, да, хорошо выступает как подвой, дикая алыча, хорошо выступает как подвой для персика, для абрикоса, для луизиани, для той же алычи и сливы. Ну и, соответственно, яблони, которые посажены из семечка, и 54-118 М9 подходят для прививки яблони. Для черешни лучше всего использовать антипку. Это большое дерево и довольно такое южное. Или ВСЛ-2. Оно пониже, среднерослое. И корневая система не очень глубокая, то есть, соответственно, тоже есть свои плюсы. Но шпалера не нужна. То есть вот ВСЛ, наверное, идеально, потому что крона не будет очень высокая, будет удобно собирать черешню и защищать от птиц сетками. Вот, это основные подвои, которые вы можете встретить и которые вам пригодятся, знания о которых вам пригодятся для успешной прививки плодовых деревьев.